Простой вопрос. Как думаете, что общего между этими 9 людьми? Правильно, Московский государственный технический университет имени Баумана, а точнее группа ЕО-3. Последние 2 года мы с ребятами мало видимся. Все-таки сейчас мы живем в 5 разных странах. Но так как же мы все оказались в Белграде? Дело было так. Я позвал Олега к нам в гости. Он, недолго думая, согласился и спустя пару часов купил билеты. Затем я подумал, еще же Илюха рядом в Германии живет. Думаю, он бы тоже хотел с нами. А затем позвали Сашу, Шамиля, Донзану и Гришу. Решения все принимали быстро. Для всех это было внезапно и, вероятно, не очень-то рационально. Но ребята решились, и решимость была крепка. Так и появилось это видеовоспоминание. Первая задача, которую предстояло решить, это как организовать культурную программу для 13 человек. Так, стоп, почему 13? Было уже 9. А вот не стоит забывать, что бауманцы так-то пользуются спросом у девушек. Да, и не только у девушек. Так что помимо прогулок по Белграду и игры в червячков, мы запланировали однодневную поездку в крепость Голубаца, расположенную на границе с Румынией. До крепости ехать примерно 2 часа, поэтому ближе к поездке пришла идея арендовать автобус и устроить настоящую школьную экскурсию. Но, к сожалению, их быстро разобрали. Так что мы разбились на 2 группы и поехали на 2 машинах. Здесь нас ждал катер, погрузившись на который, мы отправились уже к самой крепости Голубаца, чтобы осмотреть ее со стороны реки. Красоты вам в дом, в душу, в вашу страну, вашим родным. Давайте жить, кайфовать, наслаждаться нашим миром и природой. Из любых точек мира, я думаю, везде есть хороший уголок. Саму крепость мы тоже посетили. На входе предлагают купить один из 5 билетов. Между собой эти билеты отличаются уровнем сложности маршрута. Чем сложнее, тем дороже. Но тем и больше башен ты сможешь посетить. Мы брали базовый уровень за 7 евро, и нам этого хватило. Посещение даже одной башни, пампи, тыкры, будь здоров. Боюсь представить силу лоу-кика рыцарей того времени. Еще был музей с всякой рыцарской атрибутикой. Но прикольнее всего, конечно, в башне. Из нее открывается отличный вид как и на саму крепость, так и на окружающие красоты. А еще они ее так украсили, там всякие флаги висят, в общем. Красиво сделали. Я думаю, каждый хотя бы раз в жизни смотрел мультики Диснея, и вы наверняка помните их фирменную заставку с замком. Так вот, с крепостью Голубаца это вообще никак не связано. Но ассоциация почему-то именно такая. Ехать ли в Сербию только ради этой крепости? Ну, точно нет. Но если вы будете в Сербии, то заехать точно стоит. Вы не пожалеете. Нам с трансфером здорово помогли Егор и Вова. Ребята в целом занимаются различного рода перевозками. Например, можно съездить в Икею с ребятами. И они помогут вам все загрузить и разгрузить прямо домой. Кроме крепости, можно, например, съездить на винодельню или в другой город. Я оставлю телеграм Егора в описании. Ребята, можете писать. Егор супер чувак, у меня с ним только хороший опыт поездок. Буквально в паре километров езды находится музей под названием Лепинский вир. В этом месте нашли останки древних людей, которым более 7000 лет. И вокруг раскопок построили само здание. Мы не фанаты подобных музеев, как видите, в музее нас пошло только 3, но архитектура здания, в котором все это расположено, великолепна. Оно еще находится в небольшом таком листочке, где в принципе не ожидаешь такого встретить. Возле нашего дома кафешка «Слой». Или «Слойка», не помню. Хорошая. Веранда есть, стульчики, столики. Шамиль предложил зайти на рынок, вероятно, за золотом, но в итоге мы нашли бриллиант в виде владельца антикварной лавки. Он рассказал нам пару баек о хорватах.
English, Russian. Тебе нравится в Сербии, Шамиль? Да, мне нравится в Сербии, но я считаю, это не самая интересная, наверное, страна, которую я видел. Вставить? Как вы серьезно сидите, типа? Заходишь в магаз в Европе, давайте называть так, и тут какой-то прям расширенный выбор, какой-то эксклюзив. Но по факту, в той же Москве все то же самое и примерно те же цены. Очень колоритный район, восточноевропейская архитектура, брутализм. Тут как будто время замерло, но район живее живых. Бетонные джунгли прям в каком-то таком гипертрофированном варианте. Очень круто, охуенно. Это лучшая часть Сербии пока что. Я не шучу, я сидел. Тут больше всего впечатлений и эмоций каких-то. Архитекторы знали свое дело, Шамиль. Да. Каждый больше скинулся. Да, серо, да, панельный. Ну в этом фишка. В этом весь смысл. Олег, это спор. Да, короче, я диджей, если что, по ночам работаю, блядь, но ночью сплю очень крепко, ребят. Если меня ёбнут, я даже не узнаю об этом. Я мирный. Я составил небольшую программу обязательно к посещению мест. А начали мы наш поход с кофейни «Душа». На мой вкус здесь самый офигенный бамбл кофе. Ребята умеют выбирать апельсины, а их морковный торт или прокачанный круассан с колбасой, помидором и творожным сыром у меня уже весь рот в слюнях, ребята. Даже просто от мысли о этом круассане. А также дальше по программе идут Храм Святого Саввы, улица князя Михаила, Калимегдан, ресторан «Коммуналия». Так-то рекомендация Мишлен. Его фишка — это подача макарон за 15 евро прямо на сковородке. Но завершить вечер, конечно же, стоит на концерте знаменитого на весь мир Бабы Яги. О, ребята, вы в мувике! Йоу, вы выйдете! В своем последнем научпоп-видео я рассказывал о том, что в Белграде частенько бывают фестивали еды. Так и в приезд ребят случился бургер-фест, который мы посетили. Проходил он в таком индустриальном местечке под названием Сиваси. Раньше тут был какой-то завод, и его превратили в некое арт-пространство, где периодически проводят различного рода мероприятия. Как и, собственно, фестиваль бургера Лос Сивас, на который мы пришли. К слову, на фестивалях периодически происходит скам за борьбу с пластиком. В этот раз попросили купить на входе пластиковый стакан за 3 или 5 евро, чтобы тебе туда все наливали. Дальше с этим стаканом ходишь по барам и используешь только его, а потом забираешь стакан с собой на память. Сюда стеклись бургеры из разных стран. Были не только сербские бургерные, но были еще, например, сети из Великобритании, кажется, из Дании. А еще наливали крафтовое пиво и сидр. На этом фестивале бургера сами бургеры мы не ели, мы уже сытые пришли. Мы просто сидели в красивом месте и общались, играли в всякие словесные игры. Например, я беру с собой на север Васю Харькова, и я еду на север. А вот поедете ли вы на север? Не знаю, пишите в комментариях, что возьмете с собой и ваше имя. Отвечу, едете ли вы на север. А поели мы еще в одном заведении, открытом русскими релокантами. Называется «Патрики». Зацените подачу. Сало, хлеб, чеснок, лук и борщ. Ну волшебно. А от хруста баклажанов я чуть не оглох. Дам немного контекста. Илья не был в России уже 2 года. В Германии с этим все очень грустно. Сейчас принесли вот эту красоту. Мне даже жалко вообще к этому притрагиваться. Настолько красиво выглядит, наверное, минуты 2 буду просто смотреть и охуевать. А можно ругаться, да? Ну да, в общем, я от своих слов не отказываюсь. Так что оттопырился наш мистер Мускул по полной программе. Да, такие банки надо правильно заправить, иначе далеко не уедешь. Но anyway, даже парням, кто приехал из России, все зашло, ну кроме Шамиля. Его хруст баклажана все-таки не устроил. Так что ставим звезду Мишлен русского релоканта с минусом.
И знаете, что я заметил? Мы хоть с ребятами давно и не виделись, но какого-то промежутка в нашем общении я не почувствовал. Мы как будто бы снова пришли в наш уник, на какую-нибудь лабу к мистеру Картошки, и весело провели время. Снова появилось чувство некоторой беззаботности, когда можно отпустить руль велика и просто ехать на том, что накрутил. И пусть ехали мы меньше недели, но это точно было хорошее время. Это было воспоминание номер 22. Воспоминание о том, как бауманцы встретились в Белграде.